Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомим вас с торговой стратегией Форекс, которая называется «Взлом». Более подробно о ней можно узнать на сайте strategy.fu.ru. Шаблоны для данной стратегии нам не потребуются, так как нет никаких здесь индикаторов. Итак, что нам нужно? Во-первых, сразу следует сказать, что торговать мы будем на основе двух временных интервалов. Это день и часовой график, и стратегия предназначена для 4 валютных пар. Это евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена и доллар-канадец. Теперь, собственно, о условиях входа в рынок. На дневном интервале формируется следующая комбинация. Одна белая свеча, если мы рассматриваем покупки, поглощает своим телом тела двух предыдущих свечей. Как видите, мы поглотили данные две свечи, и, следовательно, на следующий день уже можно искать покупки. Этот сигнал 21 февраля, следовательно, на следующий день, через выходные, у нас получается 24 февраля, мы могли искать покупки. Давайте посмотрим на часовой интервал. Здесь нам нужно дождаться следующих комбинаций. Во-первых, все та же комбинация, чтобы одна белая свеча поглотила две предыдущие свечи. Как видите, такой комбинации здесь нет, но подходит и следующий вариант. После планомерного снижения, то есть, как видите, подряд черные свечи у нас имеются, как минимум две свечи должны быть подряд. И причем именно эта комбинация должна быть сформирована из свечей только в текущем дне. Предыдущие свечи для вот этой последней комбинации нас не интересуют. Так вот, как только это снижение мы увидели, нам нужно дождаться либо 2, либо 3, но уже не больше свечи, которые поглотят соответствующее количество предыдущих черных свечей. То есть, если 2 свечи, то нужно поглотить 2 предыдущие черные. Если 3, нужно поглотить 3 предыдущие черные свечи. Здесь у нас 3 белые свечи, поглотили мы 3 черные свечи. Все это сформировано подряд. Так что можно заключать сделку на покупку. Стоп-лосс у нас здесь под минимум текущего дня устанавливается, но не меньше 30 пунктов и не больше 50 пунктов. Здесь все нормально, можно ставить в размере минимальном, то есть 30 пунктов. И изначально Take Profit мы устанавливаем в 3 раза больше, чем стоп-лосс. В данном случае это 90 пунктов. Что происходит далее? После прохождения 45 пунктов в положительной зоне сделка переводится обязательно в безубыток. На закрытии дня, вот как только день у нас закрылся, мы измеряем размер текущей прибыли. Здесь всего 25 пунктов. То есть, если этот размер превышает размер стоп-лосса, то мы именно это количество пунктов умножаем на 3 и уже устанавливаем новый Take Profit. То есть, если бы здесь было бы, допустим, 40 пунктов, то поставили бы Take Profit в размере 40 умножить на 3, 120 пунктов. Но вот здесь у нас размер текущей прибыли меньше стоп-лосса, мы оставляем Take Profit на том же уровне. Уменьшать его мы не будем. Что касается еще одного условия, при котором мы выйдем с рынка по текущей цене, если цена закрытия текущего дня окажется ниже цены входа более чем на 3 пункта, то мы тогда закроем ее по текущей цене. Вот в принципе и все. И здесь, как видите, нас по БУ не выбило. Совсем немного не дошли, пункта 3-4 и пошли уже в сторону нашего Take Profit. Что касается продаж, давайте посмотрим, например, для продаж. Итак, на дневном интервале очередная свеча должна поглотить своим черным телом две предыдущие свечи. Это у нас здесь произошло. 4 февраля мы поглотили их, следовательно 5 февраля нам нужно было на часовом интервале искать вход на продажу. Давайте посмотрим. Здесь у нас сразу мы наблюдаем одну свечу с черным телом, которая поглотила две предыдущие свечи. Следовательно, именно по этой комбинации, по основному варианту входа, мы заключаем сделку на продажу. Стоп-лосс опять же выше максимума дня, но не меньше 30 пунктов. Поставили стоп-лосс. Первоначальный наш Take Profit в размере 90 пунктов тоже устанавливается. Как только день закрывается, мы измеряем расстояние от входа до закрытия дня. Здесь 34 пункта. Умножаем это расстояние в 3 раза и получаем 102 пункта. Мы здесь ошиблись, написали 103, но в любом случае 102 пункта наш Take Profit новый. Мы уже отдаляем данный Take Profit на новое значение. И как видите, в дальнейшем данная сделка тоже закрыта по Take Profit. Вот в принципе вся данная стратегия. Конечно, на первый взгляд может показаться немножко сложной, но если вникнуть, правила достаточно простые. Тем более никаких сложных вариантов для входа и понимания рынка здесь не требуется. С вами был Сергей Гаспарян. Всем удачной торговли. Спасибо за внимание.
До новых встреч!